Привет, друзья! На фоне громких реформ Мерца в Берлине в Европе начали происходить менее заметные, но очень важные движения. Фигуры, которых годами не было видно в публичной политике, начинают проявлять активность. И главное имя, которое снова звучит в кулуарах – Ангела Меркель. Как стало известно, экс-канцлер провела неофициальную встречу с Папой Римским. Повод – это гуманитарные инициативы. Но, как сообщают источники, близкие к дипломатическим кругам, обсуждение касалось и более широкого спектра общественно значимых тем. Параллельно усилилась деятельность католических организаций в Австрии, Бельгии и Германии. Речь идет о структуре, деятельность которой многие эксперты связывают с влиянием на политику под флагом этики, диалога и ценностей. На фоне этого в одном из аналитических обзоров появилось упоминание о документе под названием «Обновление через порядок». По данным инсайдеров, это внутренняя платформа, которая разрабатывается группой бывших еврокомиссаров, юристов и консультантов времен Меркель. Что в ней? Главная идея – это восстановление контролируемой повестки, основанной на привычных для Европейского Союза принципах, но уже без участия действующего канцлера и его реформаторской команды. Появились данные о серии встреч в Женеве, Люксембурге и Зальцбурге, на которых приглашаются экс-чиновники, аналитики, бывшие дипломаты. Все без официальных объявлений, без медиа, без заявлений для прессы. Механика старая – формирование неофициальной экспертной группы, влияющей на процессы за пределами официальных структур. Прямых атак не будет, только моральные сигналы, давление на элиты и интеллектуальное оформление старого курса. Снова поднимается фраза «европейские ценности», но теперь этот термин используется как инструмент и в первую очередь против реформ Мерца. И здесь внимание! На фоне этих изменений внимание все чаще привлекает не только политика, но и работа спецслужб. Федеральная разведка Германии оказалась в центре обсуждения. Как сообщают источники, знакомой ситуации, канцелярская канцелярия не получает в полном объеме актуальную информацию. Часть аналитических сводов приходит с задержкой, некоторые данные обрезаны или представлены так, что выводы сделать невозможно. Это вызывает серьезное беспокойство в Берлине, особенно на фоне сообщений о личных контактах офицеров Федеральной разведки Германии с разведками Великобритании и Израиля. Официально это ничего не нарушает, но такие встречи, по словам экспертов, обычно проходят по линии Министерства иностранных дел или военной координации, а в данном случае все идет в обход. На экстренном совещании, которое недавно прошло в Берлине, обсуждалась возможность временного ограничения доступа некоторых сотрудников к ключевым информационным массивам. Но и это не все. В начале месяца произошла утечка оборонных материалов, и, по словам одного из обозревателей, она слишком точно попала в медиа, чтобы считать это случайностью. Эксперты отмечают признаки появления внутри ведомства отдельных точек принятия решений, цепочка, не всегда проходящая по традиционной линии исполнительной власти. Некоторые аналитики осторожно говорят о признаках внутренней автономии в принятии решений некоторыми подразделениями, которые действуют по собственным установкам. И вот здесь начинается самое интересное. На фоне реформ, которые затрагивают старые военные и экономические схемы, реакция разведки может быть частью сопротивления. Причем не внешнего, а сугубо внутреннего, того самого, который остается вне поля зрения общественности, но влияет на расстановку сил. А дальше еще жарче. Когда казалось, что все главные фигуры уже расставлены, неожиданно снова всплывает фамилия, которую в Берлине предпочитают больше не произносить вслух – Олаф Шольц. Официально он вне политики, но по факту как будто никто и не уходил. По данным деловых кругов, Шольц несколько раз приезжал в здание Deutsche Bank и Commerzbank не как клиент, а как переговорщик. Сопровождение, по словам очевидцев, напоминало визит высокого уровня. Прессы нет, фото нет, а на выходе никаких комментариев. Что обсуждалось, неясно, но практически сразу после этих визитов были зафиксированы задержки в продвижении инициатив по банковскому регулированию, которые продвигала команда Мерца. На этом фоне журналист одного из экономических порталов опубликовал документ Европейского Союза, где стоит подпись Шольца, и это после его ухода. Как оказалось, документ не проходил через официальные канцелярии. Что это было? Ошибка, влияние или личная договоренность?
Параллельно начали активизироваться группы экономических экспертов, ранее работавших с Шольцем. Они снова на виду, они снова консультируют, их идеи звучат и прямо противоречат стратегии Мерца. По сообщениям политобозревателей, в бюджетных комитетах и ведомствах все чаще возникают временные проволочки. Реформы буксуют, согласования откладываются, возвращают бумаги на уточнение, но без конкретных причин. И вот здесь появляется ощущение, что это уже не просто совпадение, что за этим стоит система противодействия, где Шольц, возможно, играет роль неформального координатора. В этом нет громких слов, в этом механизм. Если это действительно так, то реформам Мерца противостоят прежние управленческие структуры, только без вывесок и заявлений. И вот что интересно. Многие события последних недель складываются в единую картину. И эта картина не хаос. Это скорее точечное, аккуратное сопротивление, выстроенное по всем правилам системы. Одним из примеров стала инициатива по обновлению регламента Федеральной разведывательной службы Германии. Вроде бы технический вопрос, но реакция оказалась неожиданно жесткой. На предложение изменить процедуру подотчетности разведки резко выступили представители юридического сообщества, включая судей, давно ушедших на пенсию, но сохранивших свое влияние. Затем резко активизировались европейские правозащитные структуры, которые снова запустили риторику о сохранении демократического баланса. Те же организации, которые в прошлом консультировали комиссии Европейского Союза и работали с правительством Меркель. Медиа начали подхватывать термин «угроза институциональной стабильности». Он вбрасывается аккуратно, без обвинений, но уже звучит в аналитике немецких газет и в лентах европейских экспертов. По данным издания, близкого к банковским кругам, старые инвестиционные фонды, прежде замороженные, внезапно начали активироваться. Идут встречи с руководителями земель, появляются новые проекты вне координации с Берлином, обсуждаются схемы финансирования региональной энергетики, инфраструктур, сельского хозяйства. Все мимо федеральных ведомств. На первый взгляд обычная децентрализация, но по сути восстановление старой схемы обхода вертикали власти. Там, где нет прямой власти Мерца, начинается активное движение. И именно в этих местах всплывают инициативы, блокирующие реформы. Это уже не фронтальное противостояние, как было в первые месяцы. Это защитная система, которая действует мягко, но результативно. Юридическая волна, бюрократические тормоза, финансовые отвлекающие маневры. Именно так система защищает себя. И тут внимание. На первый взгляд это похоже на частную инициативу. Но когда за короткий срок на карте появляются 4 закрытых встречи с участием бывших еврокомиссаров и юристов, становится ясно – это часть плана. Тема встреч – восстановление старого политического баланса. И здесь начинает действовать та самая сеть Меркель, которую уже считали неактивной. Как сообщают источники, знакомые с подготовкой инициатив, одним из двигателей этих схем стал документ под рабочим названием «Обновление через порядок». Он рассматривается как альтернатива текущим реформам с упором на преемственность, стабильность и возвращение морального лидерства. Одновременно в религиозных кругах активизировалась католическая линия. Появились программы, совпадающие с повесткой прежних институтов Европейского Союза. Меркель при этом не делает резких заявлений, но встречается с теми, кто еще недавно определял повестку Европейского Союза. Наблюдатели считают, что ее команда пытается создать альтернативный формат влияния, мягкий, но устойчивый. На фоне обострения отношений между Берлином и Брюсселем такие действия могут стать реальной преградой для курса Мерца. Тем более, что внутри самой Германии часть элит, от старых министров до академических кругов, открыто выражают поддержку именно этой линии. Именно здесь может начаться, возможно, формирование неофициальной группы с опытом и связями в элитных кругах. И еще один финальный разворот. В финансовом секторе Германии начинается собственная партия, и ключевые фигуры здесь не министры, а бывшие игроки с опытом внутри уже Европейского Союза. Один из сигналов – это внутренний документ с аналитикой Deutsche Bank, в котором рассматриваются риски полной отмены зеленой политики и перехода к суверенному курсу. Документ не публичен, но обсуждается на совещаниях с участием бывших советников Шольца.
дальше больше. На заседании экономического комитета Европейского Союза, по словам наблюдателей, вдруг снова всплывает фамилия Олафа Шольца в проектной таблице по инвестициям. Это вызывает недоумение. Он не занимает официальной должности, но каким-то образом участвует в процессе. Невероятно. Параллельно начинают блокироваться реформы в немецком экспортном агентстве. Заявки тормозятся, контракты не согласовываются. Некоторые игроки называют это косвенными экономическими ограничениями, затрудняющими реализацию реформ. Финансовые лоббисты, близкие к старой линии, продвигают идею возвращения к управляемому регулированию. Они формируют сеть контактов с регионами, бизнесом и даже профсоюзами без огласки, но с точной координацией. И вот здесь появляется главная интрига. По данным инсайдеров, в одном из рабочих чатов Европейского центрального банка была замечена фраза «нужно выждать, реформа может оказаться под вопросом». Это косвенно подтверждает то, о чем в Берлине говорят все чаще. Экономическая машина начинает работать против, используя старые проверенные хода. Выглядит как замедление, но по сути это контратака старой системы, только не через дебаты, а через графики, бюджеты и процедуру согласования. Если вам понравился рассказ, ставьте лайк, подписывайтесь, делитесь этим видео. Спасибо за просмотр.